Можно искренне позавидовать тем, кто не знает эти два простых рецепта окрашивания яиц на Пасху, используя только природные ингредиенты, без химии, которые есть на каждой кухне. Друзья, подпишитесь, чтобы не потерять это видео, а мы начинаем магию по превращению обычных яиц в красивейшие пасхальные. Об этом говорит мой котик Рыжик, который ставит вам лайк и желает приятного просмотра. Мы начинаем с шелухи лука, но будем использовать нестандартный рецепт. Об этих двух методах, которыми я окрашиваю яйца в этом видео, мало кто знает. Я думаю, вообще не знают. Я в сковороду ножницами измельчил разного вида луковую шелуху. Туда же добавляю соль. Соль добавляется чайная ложка. И все варится 10 минут после закипания. Этого будет достаточно. Кстати, друзья, на канале очень много рецептов окрашивания яиц, стандартных, нестандартных, но все они без химии и только природные, доступные ингредиенты. Поэтому, кому интересно, ссылочки в описании, или вы можете просто подписаться на канал, чтобы не потерять эти рецепты. Далее яйца помещаю в холодную воду и варю 10 минут после закипания. После того, как проварилась шелуха 10 минут, я 20 минут ее остужаю. В это время она окрашивается, вода окрашивается от шелухи и становится вот такого приятного цвета. Но как окрасить яйца, чтобы рисунок был словно нарисованная картина? Вот в чем секрет. Оказывается, все проще пареной репы. Сейчас вы это увидите. Я беру женские чулки. Скажу вам честно, купить мне их было, так сказать, не очень просто, глядя, как на меня осматривались продавщицы. Но тем не менее, для этого рецепта я купил такие женские принадлежности. Пойдут любые чулки, колготки абсолютно любой плотности. У меня, по-моему, 60 ден. И я разрезаю вот на такие полосочки. Также нам понадобится нить. Нить можно взять абсолютно любую. Небольшие кусочки и то количество, сколько яиц вы будете окрашивать. Половину мы уже сделали дело. Остается дело за половиной. Важный секрет, друзья. Яйца перед этим следует хорошенько протереть в уксусном растворе, без разбавления воды. 6% уксус я взял, и тампоном для лица я смазываю яйца. Далее в ход идет петрушка, которая тоже окунается в уксус и разделяется на фрагменты. И вот вся магия будет заключаться в том, что мы приложим этот листик, и он у нас как фотография запечатлится на яйце. Это магия, друзья. Интересно, вы знаете этот рецепт или нет? Напишите в комментариях, кто знает, кто нет, кто пробовал. Если вы не пробовали, вам реально можно позавидовать, друзья, потому что такую красоту вы увидите на выходе, которую я покажу вот уже в самом завершении. А сейчас я просто заворачиваю вот так вот, и нить нам нужна была, чтобы плотно все это прилегало.
завязывается. И одно яйцо у нас уже готово к погружению в наш раствор. Шикарнейший рецепт. Кто не знает, как делать такие красивые яйца, в восторге и выпрашивают рецепт как только могут. Следующие яйца я тоже сделал по аналогичной технологии. Вот такая красота у нас получилась. 4 яйца. За это время вода уже с яичной, с луковой шелухой уже настоялась, уже хорошенько остыла за 20 минут, пока я готовил яйца. И теперь все это заливается сверху щедро, и практически яйца у нас уже готовы. Надо им дать время 20 минут настояться, пропитаться этим раствором. А у нас с вами второй рецепт. Могу, друзья, поспорить, что такого рецепта вы не знаете, окрашивание пасхальных яиц. Я почему-то в этом очень уверен. Но на выходе вы получите яйца пасхальные такие, которые, просто люди будут смотреть и говорить, как у тебя это получилось, как такую красоту можно сделать. А яйца получатся неземные, можно так сказать. Я их называю лунные, потому что они мне напоминают поверхность Луны. В общем, что здесь рассказывать, проще, вы сейчас сами все увидите. Для этого нам понадобится совсем немножко обычной капусты, которая измельчается крупно, и каждый фрагментик отделяется друг от друга. Вот так, как я показываю. У нас уже половина готова. Далее это все погружается в емкость, где будут наши яйца. Дальше нам потребуется морковь. Вы спросите, при чем здесь морковь? При чем здесь капуста? Мы яйца окрашиваем? Нет, друзья. Чуть-чуть вашего терпения, и вы будете вознаграждены за то, что посмотрели. Что в итоге у нас получится просто чудесная штука. Я добавляю 2 жменьки каркаде, или, по-моему, по-другому называется гибискус. Решил 3-ю жменьку добавить. Вот такая красота. Все это перемешивается, чтобы не было однородности. Далее нам потребуется лимончик. Нарезается вот такими вот солнечными кружочками с любовью. И что мы делаем? Мы эти кружочки крупно измельчаем. Друзья, у нас уже почти все готово, а мне интересно узнать, из какой страны, из какого города вы смотрите данный рецепт. Куда же он все-таки залетел на Пасху? Благодарю за то, что вы напишите. Я прочитаю, я читаю ваши комментарии, и мне это очень доставляет удовольствие и мотивирует снимать новые полезные ролики для вас. А я тем временем все хорошенько замешал. Беру уксус 6%, прямо в магазине покупаю. Можете взять любой уксус, абсолютно любой. И прежде чем закладывать туда яйца, мы помещаем в уксус. Но ненадолго, буквально на минутку. Потому что сразу идет реакция, и уксус начинает съедать часть скорлупы. Вот. Но в уксус обмакивать обязательно, чтобы хорошо взялся рисунок. Это один из секретов. Вот такая манипуляция. Теперь мы просто все закапываем, словно в песок клад закапываем. И буквально через пару секундочек вы увидите, какая магия
из этого всего, кажется, нелогичного, абсолютно абсурдного получается. Я заливаю все холодной водичкой и даю настояться 20 минут минимум. Если вы оставите на несколько часов, будет гораздо лучше. А если на ночь, это вообще идеально, друзья. Чуть-чуть все это я прижимаю ложечкой, чтобы ничего не всплывало сильно, особенно яйца. И накрываю грузом. Вот так, словно капусту. Накрываем квашеную. Готово. Теперь смотрим, что у нас получилось в итоге в первом рецепте. Помните, где мы прикладывали листики и где я говорил, что словно картина получается? Вот результат сейчас мы с вами будем наблюдать. И я, честно говоря, когда первый раз приготовил по этому рецепту, я был в таком восторге. Ну как так может получиться? Такая красота таким простым методом. Оказывается, все оригинальное очень-очень просто. Вы посмотрите, какая красота у нас получилась. Минимум затрат, а результат себя окупил с лихвой. Я хочу вас, милые мои друзья, поблагодарить от всей души за ваши теплые комментарии, которые вы оставляете под видео. Они окрыляют и вдохновляют на создание новых вкусных и полезных рецептов для вас, любимые подписчики. А ваша активность в виде лайка с комментариями и просмотра рецепта до конца помогают другим людям увидеть этот рецепт. За это я вам очень благодарен. Вот мы видим в итоге, что у нас получилось в первой части видео, в первом рецепте окрашивания пасхальных яиц. Если вам нравится такой результат, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Мне будет приятно. Но нас ждет еще с вами второй результат, который мне нравится гораздо больше. А интересно, какой результат понравится вам больше? Первое окрашивание или второе? Давайте проголосуем в комментариях и выявим победителя. Честно сказать, как я уже сказал, мне больше импонирует второй вид окрашивания. Но первый меня заворожил тем, что можно создавать картины так просто. Чтобы хорошо отмыть, просто погружаю в холодную воду, и все ненужное само отваливается. И небольшой лайфхак, чтобы яйца были красивые и сочные, надо их смазать подсолнечным маслом. Дорогие мои, пусть Создатель щедро наполняет вас здоровьем, счастьем, молодостью и изобилием. И я не прощаюсь с вами, а приглашаю посмотреть вот этот чудесный рецепт. Думаю, он станет одним из самых полезных для вас. Благодарю.